Здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. У каждого из нас есть любимые вещи, с которыми не хочется расставаться. В одном из последних видео по переделке одежды парень написал комментарий, на который обратили внимание многие зрители и начали целое обсуждение. Он спросил, а можно сделать джинсы из джинсов? И я подумала, почему бы и нет. Связалась с автором комментария, и он прислал мне свои джинсы, которые сейчас вы видите на экране. С первого взгляда сразу понятно, что они были любимыми и заношены в прямом смысле слова до дыр. Сама ткань уже стала ветхой, и переделывать именно эти джинсы нет никакого смысла. Но отступать я не собираюсь. Буду делать новые джинсы из джинсов. А эти использую в качестве выкройки. Чтобы сохранить размер, разберу старые джинсы на отдельные детали. Распарывать джинсы совсем не сложно. Главное найти волшебную ниточку. Тянешь за нее, и шов распускается за считанные секунды. Это экономит время и нервы. На манжетах такой волшебной ниточки нет, и я их просто срежу и потом добавлю припуски на швы. На боковом шве тоже есть возможность быстро распустить основной шов. После этого уберу нитки оверлока, которыми был обработан край. Так детали разделяются максимально чисто, без повреждения ткани, и сохраняется нужный размер. После того, как все швы распустила, детали проутюжила с паром. Раскладываю их на столе, чтобы вернуть им правильную форму. Фиксирую все булавками. Чтобы закрепить разорванную ткань, буду использовать обычный малярный скотч. Это быстро и практично. Подготовлю сразу все детали. Для переделки нашла джинсы большого размера. Ткань хорошая, не изношенная. У этой модели самый простой пошив. Карманы классической формы, без лишнего декора. И они отлично подойдут для спортивной модели. Вместо привычной молнии здесь застежка на пуговицах с какими-то дополнительными фишками. С этим буду разбираться. Чтобы сделать модель более интересной и стильной, добавлю джинсы другого цвета. Это освежит образ и добавит стильные акценты. Эти джинсы я тоже разобрала на отдельные детали и теперь проутюжу с паром каждый кусочек, чтобы выровнять полотно и разутюжить все швы. Заднюю часть больших джинсов я распорола только по боковым швам. Складываю их по среднему шву и выравниваю края. Сверху кладу подготовленную выкройку и размечаю новую деталь. Внизу длины мне тоже будет достаточно. А вот с передней частью джинсов придется поработать основательно. И для начала я изменю конструкцию подкладки карманов. Сделаю их обычной округлой формы и заодно укреплю шов по контуру. По поясу сделаю небольшую коррекцию. Боковые части переда оставлю без изменений, они меня вполне устраивают. А вот центральную часть в районе гульфика возьму из других джинсов. Они меньшего размера. Между ногами эти джинсы сильно изношены, и им уже был сделан ремонт. Я возьму в работу только верхнюю целую часть. В процессе носки подкладка на карманах растянулась. Я ее подтянула и зафиксировала наметкой. Срежу все лишнее. Вырежу боковые части нужного мне размера. Подготовленным боковым деталям добавлю центральную часть из других джинсов. Соединю детали обычной прямой строчкой. Края обработаю трикотажным швом. У меня нет оверлока, поэтому я использую альтернативные способы обработки срезов. Для отделочной строчки заправлю в иглу сразу 2 нити черного цвета. Так строчка получается более объемной и выразительной. Первую строчку прокладываю у самого края. Затем выбираю нужный мне размер и прокладываю вторую строчку. Такой способ позволяет делать нужную отделку на обычной бытовой машине. Дальше закрываю выточку.
Сделаю ее немного большего размера, чтобы перекрыть все предыдущие швы и потертости. Выточку отогну в сторону кармана и с лицевой стороны закреплю отделочной строчкой. На этом этапе обязательно проверю размер подготовленной детали. Верх карманов и гульфик соединю по верхнему краю. Строчку прокладываю ближе к срезу, чтобы не выглядывала при сборке. Это вспомогательная строчка, поэтому длина стежка максимальная. Парень занимается спортом. Для меня максимально важно сохранить нужную ширину джинса в верхней части ноги. Именно на эту наметку я буду ориентироваться при сборке полотна. Для каждой стороны я подготовила детали нужного мне размера и цвета. Теперь соединю их вместе. Все детали соединила так же, как и в предыдущем варианте. Швы соединения совместила и даже потертости подобрала. Декоративные строчки, проложенные по контрастной вставке, соберут визуально полотно в одно целое. С другой стороны вставка будет одна, и на ней я добавлю надпись с названием моего канала. Очень надеюсь, что заказчик оценит мою креативность и будет носить джинсы с фирменным стилем моего канала. Сделать подобный декор совсем несложно. На заготовке написала карандашом нужный текст. С обратной стороны это место проклеила флизелином. Вышивала на машине усиленным трикотажным швом. Использовала ту же двойную нить и специальную лапку с увеличенным обзором. Шрифт подобрала простой, чтобы легче было работать. В завершении подчеркнула декоративной строчкой и добавила такие же строчки, как на противоположной стороне. Теперь на эту заготовку сверху кладу мою импровизированную выкройку и хорошо все выравниваю. Обвожу по контуру. Закреплю верхние детали, чтобы не сдвигались, и перенесу разметку на другую сторону. Вырезать буду каждую штанину отдельно. Да, это займет чуть больше времени, но зато детали будут более точного размера. Подготовка основных деталей завершена. Можно переходить к сборке. Сборку начну с боковых швов. Делаю это уже проверенным способом. Сначала соединю детали между собой прямой строчкой. Припуск сделаю пошире, чтобы с лицевой стороны не выглядывал припуск другого цвета. Дальше обработаю открытые срезы трикотажным швом. После этого обязательно влажно-тепловая обработка, чтобы ткань выровнялась и шов встал на свое место. Разворачиваю детали и заутюживаю припуск на сторону задней половинки джинсов. И только потом прокладываю отделочную строчку. В сложных местах это лучше сделать в ручном режиме. Строчка, проложенная с такой подготовкой, будет всегда выглядеть намного аккуратнее. Дальше соединю шаговый шов. В этом месте идет самая большая нагрузка при ходьбе и любом движении, поэтому здесь использовала эластичный, усиленный трикотажный шов. Перехожу к обработке низа джинсов. Замеряю ширину штанины и вырезаю 2 заготовки для манжет. Резинку буду использовать ту же. К моему удивлению, она отлично сохранилась и не потеряла свою эластичность. Заготовку из джинса соединила в кольцо. Внутрь вставила резинку и края закрепила зигзагом. Проложу 2 равномерные строчки по всему манжету, равномерно растягивая ткань. Это закрепит резинку внутри и придаст манжету красивый вид. Соединю готовый манжет со штаниной. Сначала притачаю по контуру прямой строчкой. Затем обработаю срезы обычным зигзагом. Уберу все лишние нитки, которые торчат из строчки. Придам срезу аккуратный вид. При обработке зигзагом шов немножко растягивается. Проутюжила соединение с паром, чтобы все стало на свои места. Перехожу к оформлению пояса. Замеряю длину окружности по верхнему срезу и вырезаю из джинса заготовку нужного мне размера. Резинку укорочу и буду использовать ее еще раз. По центру на поясе будет вставка без резинки.
Ее я проклеила флизелином. Размечу сгиб пояса и место для шнура. Потом соединю детали между собой. Вначале закрепка. Припуски оставлю побольше. Дохожу до места для кулиски и ставлю хорошую закрепку. Место для кулиски пропускаю. И опять хорошая закрепка. Детали соединила. От шва с двух сторон проложила отделочную строчку. Получилось отверстие для шнура. Размер отверстия подбираем так, чтобы шнур двигался легко. Детали пояса соединила в кольцо. Внутренний срез обработаю косой бейкой. Обработка самая обычная, останавливаться на ней не буду. На вставке между отверстиями под шнур размечу место для нашивки. Думаю, вы заметили, что декора на джинсах по минимуму, но в этом я не смогла себе отказать. С обратной стороны пришила резинку к внутренней стороне пояса. Подготовленный пояс соединю с джинсами. Сначала соединила контрольные точки и затем равномерно распределила по всей длине. Соединила детали обычной прямой строчкой. Припуски на джинсах сделала побольше, чтобы не выглядывал другой цвет. Распределю резинку внутри пояса. Складываю его пополам и закреплю край таким образом, чтобы все припуски были внутри. Сначала закреплю пояс, потом сделаю отстрочку для кулиски. Пояс пришиваю с лицевой стороны, прокладывая строчку так, чтобы она попадала точно в шов. Так с лицевой стороны нитки будут абсолютно незаметны. Чтобы с внутренней стороны строчка прошла максимально ровно, я предварительно соединила все наметкой. Когда делаю финальную отстрочку для кулиски, я равномерно натягиваю ткань вместе с резинкой. Так складки распределяются абсолютно одинаково, без смещения и перекосов. Такую обработку пояса можно сделать на любой бытовой машинке. Здесь соединяется всего 2 слоя ткани, а все припуски остаются внутри. И вам не приходится пробивать иглой всю толщину вместе с припусками. Вот так выглядит готовый пояс. Шнур вставила проверенным способом при помощи булавки. Джинсы из джинсов готовы. И это не просто возможно, это безумно увлекательно. Теперь финальная примерка. Джинсы хорошо сели по фигуре, в меру свободные, то, что нужно для активной жизни и занятий спортом. Заказчик остался доволен результатом, и это самая высокая награда для меня. И теперь мы точно знаем ответ на вопросы с комментария. Сделать джинсы из джинсов не просто можно, а даже нужно. Не бойтесь давать вторую жизнь старым вещам. Для них это не конец, а самое начало. Жду ваши комментарии. Спасибо всем, кто был со мной до конца переделки. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч.